Вы много раз смотрели интервью с людьми, которые добились какого-то успеха в жизни. Смотрели их объяснения, как они это достигли. Пытались повторять за ними. Но результат не получался. Почему? Да потому что вы использовали их формулу успеха, не адаптированную лично для вас. Как в математике существуют формулы решения каких-то задач. Но только подставив свои данные, вы получите конкретный результат. Точно так же и формула успеха. Я хочу вам рассказать о такой формуле, для того, чтобы вы сами могли подставить свои данные и получить результат, успех, счастье, достижение цели именно в вашей жизни. Изменить вашу жизнь, а не каких-то знаменитостей. Самим стать, возможно, знаменитостями. Каким образом? Я практически врач. Больше 20 лет я занимаюсь математическим моделированием нервной системы. У меня много видео на канале на эту тему. Также целая книга, посвященная этой проблеме. Для тех же, кто не хочет ни читать, ни смотреть дополнительно, я просто напомню эксперименты, которые проводились в Институте физиологии. Крысам вживлялись в мозг электроды. Одним крысам электроды вживлялись в центр страха, другим в центр удовольствия. И в том и в другом случае крысы имели возможность самостоятельно нажимать кнопку для того, чтобы эти электроды срабатывали. В первом случае, в центре страха, после одного-двух срабатываний крысы уже не прикасались к этой кнопке. Во втором крысы могли умереть от истощения, потому что постоянно надавливали на кнопку, чтобы получить удовольствие. Какое это отношение имеет к нам? Да, самое прямое. Мы, по сути, делаем то же самое. И методы этих кнопок давно известны в педагогике и психологии. Они называются метод кнута и пряника. То есть в первом случае, когда мы испытываем боль, страх на какое-то действие, на какой-то триггер, мы старательно его обходим. Во втором случае мы стараемся постоянно его повторять. Удовольствие – это бесконечное желание, бесконечная мотивация. Если в первом случае все-таки люди не хотят испытать, только отошли все, и мотивация боли исчезла. Кнута нет. Люди не будут достигать чего-то больше. Они ушли от боли, все. То получать удовольствие люди хотят всегда. Это касается всех сфер жизни. Даже те же самые наркоманы. Почему существует поговорка «бывших наркоманов не бывает»? Да по этой простой причине. Они знают, что это может принести удовольствие. И они помнят об этом всю свою жизнь. Почему они об этом помнят? Как бы психологи не сопротивлялись, но вся наша жизнь – это создание и использование огромных комплексов рефлексов. Да, тех самых рефлексов, описанных Павловым. Лампочка зажглась, слюна у собаки потекла. Но это были простые рефлексы. Все гораздо сложнее и все гораздо интереснее. Эти комплексы рефлексов, давайте я их буду для простоты называть просто рефлексами. Но это не тот рефлекс, когда ударил по коленке и нога дернулась. Нет, это более сложное. Эти рефлексы включают в себя и все ощущения, все мысли, все эмоции, которые запечатлелись на данный конкретный момент в ответ на данное действие данного механизма пускового, триггера. Мы все включаем. Если вы вспомните просто лимон, то вы можете ощутить и запах лимона, и его кислоту, и как он лежит в руке. Потому что существует конгломерат, комплекс рефлексов, которые мы называем памятью, опытом, стереотипом поведения, нашими знаниями, как угодно. Но по сути это одно и то же. Так вот, эти рефлексы бывают нескольких видов. Первые содержат в себе боль. То есть какой-то триггер, какое-то внешнее воздействие является запускающим механизмом. Все. И мы испытываем страх, боль на это. Второй вид рефлексов – это рефлексы, содержащие в своем составе счастье, радость. И опять же, в этом случае триггер запускает радость. Третий вид рефлексов, они не содержат каких-то сильно выраженных эмоций. Есть и есть. И четвертый, наиболее часто встречающийся, это рефлекторный комплекс, который содержит в себе и страх, и боль, и радость. Все вместе. Вот такая гремучая смесь. Большинство
триггеров, они имеют вот такую вот двоякое действие. Не одинарное. Оно для нас и может и быть и болезненным, и доставлять удовольствие. Все это возможно, вполне. Так что, как это использовать? Вот все вот эти вот мои научно-философские размышления, как это использовать в жизни? Нам часто говорят, для того, чтобы добиться чего-то, выйдите из зоны комфорта. Не верьте в это. Человек никогда не выйдет из зоны комфорта, потому что в зоне комфорта ему хорошо. И выйти человек хочет, только если там присутствует дискомфорт. Если вам хорошо, вы не будете стараться куда-то сбежать. А вот если вам плохо, тогда вы будете искать. Вы будете слушать советы гуру о том, как стать успешным, как изменить свою жизнь. Но что нужно сделать на самом деле? То есть это является не зоной комфорта. Это обычная ваша среда обитания, в которой имеется дискомфорт. Этот дискомфорт заставляет вас действовать. Но действие дискомфорта именно по принципу мотивации кнута. То есть вам это не нравится, и вам хочется от этого уйти. Какие возможные варианты ухода? Я уже сказал, что существуют рефлексы, да? И поэтому, по сути, все варианты ухода – это переключение с рефлекса, который доставляет вам боль, на другие рефлексы. Именно это и ведет к изменению в вашей жизни. Какие возможные переходы? Первый. Вы пытаетесь уйти от того, что вам не нравится. Вы пытаетесь изменить свою жизнь. Но путь, который вы выбираете, это ваш опыт, ваши знания. Не знания какого-то гуру, какого-то сенсея, миллиардера, все это ерунда. Это ваши знания. И вы будете идти так, как вы это понимаете. То есть вы будете переходить на свои рефлекторные комплексы. Если тот комплекс, на который вы перешли, в ответ на вот это вот раздражение, да, дискомфорт, тоже несет дискомфорт и больший, то вы не будете долго идти по этому пути. Зачем? Зачем идти туда, что приносит вам боль? Вы раз попытались, вернулись обратно. Второй раз попытались, опять вернулись обратно. Все. Через несколько раз вы перестанете трепыхаться и перейдете в категорию вечных неудачников. Все. Вы уже конченый человек. Именно с этой точки зрения. Но есть другой путь. То есть вам нужно включить рефлексы, перейти на те рефлексы, которые доставляют удовольствие. В этом случае вы будете все время идти к этой цели. Эта мотивация будет для вас вечной. Я уже сказал, что метод кнута, он работает частично. Только пока есть страх этого кнута. Метод мотивации пряника, он вечен. Мы всегда хотим получить удовольствие. И нажимать эту клавишу мы будем до истощения. То есть и если эта клавиша по пути к успеху, то мы достигнем этого успеха. Именно потому, что мы получаем от этого успеха удовольствие. Все просто. Третий путь – это когда мы получаем и удовольствие, и боль. То есть мы делаем какой-то путь, мы идем к какой-то цели, но при этом, с одной стороны, нас вдохновляет, нам нравится, но с другой стороны, что-то вот какой-то дискомфорт. И вот этот дискомфорт, нарастая, приведет к тому, что он вернет вас обратно. То есть вы будете себя вести как чайник с автоматическим подогревом. То есть температура снизилась, тен включился, вода нагрелась, все. Дальше тен отключается и потихонечку остывает. Как только опять вы дошли до зоны дискомфорта, вы опять включаете автоподогрев и опять... То есть вот это всю жизнь какие-то действия, непонятные для чего и непонятные в конце концов к чему приводящие. Вроде жили, вроде боролись. Ну и третий это вариант, когда вы не испытываете ни комфорта, ни дискомфорта. Эти действия вам могут вас к чему-то привести. Но опять же, для того, чтобы они привели вас к цели, цель должна быть доставлять счастье. Какое практическое значение имеет все, что я сейчас рассказал? Как это можно использовать? Очень просто. Это не только для людей, которые сейчас выбирают свою профессию.
Это для людей, которые идут на свою работу и думают: Господи, зачем я это делаю? Зачем мне этот день сурка? Мне все это надоело, мне доставляет боль вставать по утрам на эту работу. Так может быть сейчас есть путь, есть возможность изменить все это, сделать себя счастливым. Как это сделать? Лайфхак. Сначала вы садитесь и пишете цели, свои желания. Многие из вас это делали очень часто. Но по себе могу сказать, что 90% этих целей, они не ваши. Абсолютно не ваши. Как это определить? Вот напишите, прочитайте эту строчку. Если эта строчка, вы испытываете удовольствие от того, что вы будете делать сегодня, завтра, через 10 лет, через 20 лет, и вас это вдохновляет, это ваше желание. Если же как-то каждый день этим заниматься, то есть вы испытываете дискомфорт. Все, без страха вычеркиваете строчку. То же самое, если у вас появились сомнения, а хотите вы этого или нет, тоже вычеркиваете. Это значит, что в данном случае это желание имеет и боль, и удовольствие. Это не ваше желание. Это желание навязано вам обществом, родителями, культурой, образованием, чем угодно, но не вами. Ваша цель – это получать удовольствие. Человек создан для счастья, как птица для полета. Поверьте, это интуитивно осознанная физиологическая потребность, вот Чеховым выдана в гениальной форме. Хорошо, вы написали свои желания. И вы нашли именно свои. Если вы найдете, из этого списка будет 2 статьи, которые вы действительно хотите, это великолепно. Но даже если вы получите только одну, это уже тот луч света, который приведет вас к изменению вашей жизни. Но это только первый шаг. Вы поставили цель, которая вам интересна, которая делает вас счастливым. Но если вы просто будете лежать на диване и визуализировать о том, что как это будет хорошо, эта маниловщина вас ни к чему не приведет. Следующий этап. Вам нужно расписать пошагово весь алгоритм достижения этой цели. Возможно, вы не эксперт. Вам нравится с чего-то что-то делать, какое-то действие, какой-то результат, но вы не знаете, как его добиться в практическом плане. Ничего страшного. Google в помощь. Спросите экспертов, друзей, тех, кто чего-то достигли в этой профессии. Пусть они помогут вам расписать пошагово весь алгоритм достижения того, к чему вы стремитесь. Но нельзя идти по этому алгоритму. Это не ваш путь. Что делать, чтобы он стал вашим? Теперь, каждый шаг этого алгоритма, мало того, что он должен быть прописан, что делать, главная задача, что достигается, какая цель достигается этим шагом. Вот что нужно. Вы теперь смотрите на каждый шаг этого алгоритма так же, как смотрели на свою цель. А доставляет ли мне удовольствие это делать? Буду ли я счастливым, если буду делать это? Если да, идем к следующему шагу. Если есть даже чуточку сомнения, все, не надо. Не надо этого делать, потому что если вы сомневаетесь, значит это приносит вам боль. Пусть вы ее не осознаете, но она есть. Вы испытываете дискомфорт. Вы не пойдете через эту ступеньку. Вы будете ее пропускать. А значит, вы не достигнете своей цели. Что нужно сделать? К чему ведет эта ступенька? Вы поняли? Хорошо. Теперь либо этот шаг убираем, если есть возможность. Если он очень важен и без него нельзя, значит нужно найти другой шаг, другой путь достижения той же самой вот этой программы минимум, что и этот, тот, который дискомфорт. Но другой путь должен быть, опять же, для вас доставлять удовольствие. Если никак не получается, значит делегируйте обязанности, отдайте их кому-то. Пусть этот кто-то сделает за вас этот шаг. Вашим коллегам, может быть, кто-то из ваших родных. Если же этого невозможно, ваш путь никогда не будет пройден. Нашли. Каким образом вы этот шаг сделаете, достигнете? Следующий. Вы должны пройти все эти шаги алгоритма и понять, что каждый из этих шагов
доставляет вам удовольствие. И только в этом случае вы будете проходить этот путь, вы будете утром просыпаться с мыслью, какой кайф, я сегодня буду заниматься любимым делом, для того, чтобы достичь того, что я хочу, что сделает меня по-настоящему счастливым. И вам не нужны будут какие-то видосики, книжки, не надо. Ваша мотивация внутри вас. Нету причин, нету никаких проблем, барьеров вокруг, поймите это. Барьеры создаете только вы в своей голове. Все остальное, оно просто есть. Оно может быть триггером, пусковым механизмом, но ни в коем случае не барьером. Только таким путем. Как понять, хорошо вы продумали или нехорошо? Если во время достижения цели у вас вдруг исчезла мотивация, вам не хочется что-то делать, не верьте, лени не существует. Есть те шаги, которые будут доставлять вам дискомфорт, боль. И ни один нормальный человек, ни один организм живой не будет идти туда, где ему больно. Никогда. Тем более, если это в рутинном порядке. Если вам на работе ежедневно вы испытываете дискомфорт, да не будете. В конце концов, вы либо заболеете, умрете, либо поменяете эту работу. Даже если вы проучились черти сколько лет. Это не важно. Это абсолютно не важно. Это не делает вас счастливым. Все. Следующий момент. Какой-то шаг вы перестали выполнять. Не хочется. Пусть это будет. Мне лень, мне не хочется. Делайте такие объяснения, пожалуйста. Но суть в том, что здесь идет именно дискомфорт. Вы испытываете дискомфорт на этом шаге. Замените его. Просто его замените. Поставьте какой-то другой, который будет для вас комфортным, счастливым. Все. И вы добьетесь, и вы пройдете этот путь. Ваша цель в жизни – быть счастливым. Все. И пусть работа, личная жизнь, бизнес, что угодно, пусть делает вас счастливым. Счастливым всегда. В этом видео я рассказываю только об общей формуле успеха, в которую вы будете вставлять свои данные. Но, как показал опыт, людям далеко не всегда понятно, а как эту формулу использовать в бизнесе, в профориентации, в личной жизни. Я этим займусь, опишу в других видео. Итак, это видео получается достаточно длинным. Подписывайтесь, чтобы узнавать информацию самыми первыми. Счастья вам! И пусть ваша жизнь приносит вам удовольствие.